Наушники с 11-миллиметровыми динамическими драйверами, прозрачным дизайном как у бокса, так и у наушников, функции динамического усиления басов, поддержкой мультипоинта, активного шумоподавления до 45 дБ с адаптивным режимом, функции прозрачности системы из 6 микрофонов и технологией шумоподавления во время звонков, управлением сжатием сенсорной области, временем автономной работы до 9,5 часов на одном заряде наушников, и это круто. И все это, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Nothing Ear A. Но так ли все радужно, как заявляет нам сам производитель, как всегда я вам сейчас расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в желтой коробке из плотного картона с изображением модели и краткими характеристиками. Все в стиле Nothing. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем краткое руководство, документацию, бокс, сами наушники, фирменный кабель для зарядки с Type-C на Type-C и комплект силиконовых амбушюр. Вес одного наушника 5 граммов, а вес бокса 39 граммов, а его габариты 63 на 47 на 23 мм. Размеры же наушников 30 на 20 мм. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Его размер 5,8 на 4,7 мм. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно, разумеется, разыгрываю один смартфон раз в месяц. Условия просты для участия в розыгрыше. Подписаться на канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Открыть подписки, подписаться на телегу скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Для того, чтобы выиграть, на стримах присутствовать не обязательно. Вы победите, я вам напишу. Спамить нельзя. Будете спамить, автоматически из розыгрыша удаляетесь. Переходим к наушникам. В продаже есть белая, черная и желтая расцветка данной модели. Дизайн бокса интересный и необычный. По классике он выполнен из прозрачного пластика, но в этой модели слегка все проще, так как основная часть выполнена из желтого пластика. Качество материалов отличное, сборка качественная, но люфт у крышки все-таки есть, хоть и шарнир выполнен из металла. Из минусов данного бокса можно выделить то, что он быстро собирает потертости и царапины, которые сильно заметны. Опять же, все зависит от того, как использовать данную модель. Также, в отличие от прошлых моделей, открывать бокс одной рукой вовсе неудобно. Даже двумя руками не совсем комфортно. Из-за габаритов бокс особо в кармане не мешается, что хорошо. На корпусе расположили разъем Type-C, надпись Nothing, кнопку сопряжения, которая приятно нажимается и издает глуховатый щелчок, но находится она внутри бокса. Крышка в открытом состоянии фиксируется, хлопок при закрытии бокса не особо звонкий и не раздражающий. Внутри же расположили также два горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом, LED-индикатор и маркировку красным и белым кружком для обозначения места под правые и левые наушники. Наушники в боксе слегка гуляют, вытряхнуть их с закрытой крышкой бокса невозможно, а с открытой нужно постараться. Магниты хорошие, переходим к наушникам. Наушники выполнены из таких же материалов, как и бокс, ножки полупрозрачные, основная часть желтая. Собрана модель отлично, дизайн такой же, как и в прошлой модели, форм-фактора вакуумные. Посадка хорошая, уши не устают при длительном прослушивании музыки. Если потрясти головой, то они не вылетят. Пассивная шумоизоляция неплохая. На корпусе расположили по 3 микрофона на каждом наушнике с технологией шумоподавления, контакты для зарядки и область сжатия на ножках для управления. Из команд для управления на борту плей-паузы, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового помощника, регулировка громкости, переключение между режимом активного шумоподавления, режимом прозрачности и обычным режимом. На нажатие наушники откликаются отлично, полноценно настроить команды можно в приложении. Круто, что можно использовать все предоставленные команды, но отмечу, что одиночное сжатие переназначить нельзя. На него зашита плей-пауза и ответ сброс вызова. Нажатия сопровождаются приятными щелчками, а переключение режимов качественными системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники 11-миллиметровыми динамическими драйверами с диафрагмами PMI и TPU. По кодекам мы имеем AAC, SBC и LDAC. Активное шумоподавление до 45 дБ на борту с 4 режимами работы, такими как высокое, среднее, низкое и адаптивное. ANC реализовано отлично, его мощности более чем достаточно для повседневного прослушивания музыки без лишнего окружающего шума. Но ANC звучание слегка становится менее детализированным. Круто, что даже адаптивный режим в данной модели отрабатывает хорошо. Функция прозрачности также есть. Использовать наушники во время диалога с кем-то на улице, не снимая наушники, довольно удобно. Что ANC, что режим прозрачности могут работать с одним наушником. Далее, заряд наушников в шторке отображается по одному, данная пара работает. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Удобно, что мультипоинт, как и датчики обнаружения, можно отключить. Плюс ко всему, все функции могут работать с включенным кодеком LDAC. Напоминаю, что можно встретить наушники, у которых с включенным кодеком LDAC отключается функция мультипоинта, и это не редкость. EA поддерживает
поддерживают технологию Google Fast Pair и Microsoft Swift. Также можно включить режим низкой задержки для игр, но про задержку чуть позже. Емкость аккумулятора бокса 500 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, емкость аккумулятора одного наушника 46 мАч. Полный цикл зарядки занял 1 час. Отыграли они без ANC на громкости 70% по коду CoolDAQ 6 часов 35 минут. Бокс может полностью зарядить наушники 3 раза, и с ним в подобном сценарии использования EA могут прослужить около 27 часов. Водонепроницаемость у наушников IP54, а у бокса IPX5. Я искупал только наушники, но вам я однозначно не советую подобным заниматься. По итогу оба наушника остались рабочими, вода на них никак не повлияла. Далее, для удобства использования нужно установить приложение Nothing X, которое доступно на Android и на iOS системах. На главном экране можно увидеть заряд наушников в процентах, как и заряд бокса, панель с настройками ANC, панель с настройками управления, вдобавок есть эквалайзер с 4 предустановками звучания, очень скромным кастомным эквалайзером, но на него наушники довольно хорошо откликаются. Помимо этого есть функция оптимизации баса с динамическим улучшением низких частот. В настройках, помимо уже перечисленного мной, можно воспользоваться функцией определения подходящего размера амбушюр, поиском наушников и обновлением прошивки. К слову, мне обновление уже прилетало. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, через две стены наушники не отваливались и фризов я не наблюдал. Задержка с включенным режимом низкой задержки при просмотре видео на YouTube и в играх незаметна, но она не минимальна. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают хорошо, но сказать, что лучше всех в этой ценовой категории я не смогу. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Nothing 2, и, как говорится, за красоту надо платить. И это касается как раз этих наушников. Я напоминаю, что у Nothing есть версия, допустим, CMF линейки, и там по 2700, по 2600 довольно неплохие наушники. Про микрофоны. Микрофоны здесь неплохие. Напоминаю, что идеальные микрофоны у вас в смартфоне относительно наушников всегда. Но в целом вот так вас может слышать собеседник. Не скажу, что плохо, довольно неплохо. Так что делайте выводы, господа и дамы. Звучание. Запас громкости отличный, они в меру громкие. Мне хватает 60-70% громкости для прослушивания музыки на улице без активного шумодава. Стоковое звучание по коду CoolDAQ хорошо сбалансированное. Данный аппарат относится к басхедным, но при этом бас плотный и глубокий, но без лишнего акцента. Высокие звучат отчетливо и приятно, середина хорошо проработана. Сцена довольно широкая, инструментал различим. В целом по звуку они себя показали отлично. Минусы. Бокс быстро собирает потертости и царапины, бокс неудобно открывать даже двумя руками, нет полноценного кастомного эквалайзера, нет беспроводной зарядки, что, учитывая стоимость, очень странно, нет возможности выключить режим низкой задержки через управление на наушниках, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она уже, я считаю, все-таки адекватна, учитывая распродажи. Хотя аналогов данным наушникам просто море, так же как смартфоны Nothing, они отличаются в первую очередь дизайном и ценой. Резюмирую, Nothing AA еще одна интересная модель от компании Nothing, плюс этой модели в том, что ее можно купить за довольно хорошую стоимость с учетом ее характеристик и возможностей именно во время сейлов. С другой стороны, они по 2 с копейкой продают свои прошлые модели, и они тоже прям супер классные, особенно по 2700, которые не прошки. От меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.